Мужчина в вашей голове и его планы на вас. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня вас ждет онлайн-гадание на картах Таро на любовь и на отношения для женщин, на загаданного мужчину, о котором вы сейчас думаете. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на своего мужчину. Ну а мужчины в этом раскладе могут получить свои советы, подсказки и инсайты на ситуацию и на отношения вообще. Начнем, друзья, с того, что посмотрим, вообще ситуация какая у вас, да, чтобы вы понимали, ваш расклад, не ваш и так далее. Да? О, колесница. Хотели бы вы, чтобы он вас забрал с собой? Но по колеснице мужчина обычно намеревается это делать, но не делает. Он может обещать, делать вид, что будет это делать, намекать, что он что-то сделает, но не будет это делать. То есть, что происходит? Много обещает, но не реализует то, что бы вам хотелось, именно вам. То есть он, по сути, не делает того, что бы хотелось вам. Ну, а с другой стороны, а почему он должен делать то, что вам хочется? Ну, это уже другой вопрос. Поэтому, как минимум, ваш партнер не делает то, чего бы хотелось именно вам. Дальше, что здесь еще? Ну, королева мечей, весы. Отношения могут быть похожи на качели. И вы сейчас вот как бы вроде бы пытаетесь успокоиться, прийти в себя. Может быть такое, что партнер внезапно отдалился, уехал, повернулся к вам спиной. И, ну, такое ощущение, что идет королева мечей здесь, как будто бы вы вот и не знаете, что и делать теперь. Да, вот у вас ситуация, женщина, здесь ситуация, я не знаю, что делать. Первая королева у нас выпала весы, близнец и водолей. Особенно этот расклад актуален для весов, водолеев и близнецов. Но опять-таки не стоит цепляться за знак зодиака. Здесь королева мечей вроде бы как такое ощущение, что вы ему не нужны. Но здесь это как бы ваше ощущение, что он к вам поворачивается спиной. Он здесь, видите, спиной, да? И вы как бы к нему спиной, да? Или каким боком вы к нему, спиной или боком, да? И непонятно, кто вы, кто вы друг для друга, да. Вот такая вот ситуация. Ну окей, давайте дальше смотреть. А то мы погрузились в первые две карты. Смотри как. Восьмерка пентаклей. Он вроде бы отдалился, ушел. Но вроде бы и рядом постоянно, да, восьмерка пентаклей. Вы вроде бы как прилагаете усилия, вроде бы вы как вкладываетесь в эти отношения, да, то есть вы как бы готовы, как женщина, прикладывать усилия со своей стороны. Ну, как бы делать все, что зависит от вас. Не знаю, может быть, физически, материально, ресурсно, эмоционально, то есть, ну, это больше физический труд. Поэтому, как бы, женщина в этих отношениях физически прикладывает усилия. Мужчина, он бы вроде бы как и есть здесь, а вроде бы его как и нет. Да, он как бы как тень на пороге, да, стоит. И колода достаточно специфичная, да. Но я здесь вижу ситуацию, где действительно по колеснице мужчина рядом тенью стоит, да, и не заходит, да, то есть не материализуется. И вы уже и не знаете, что делать, естественно, да, получается. Аж руками разводите, да. И что теперь делать? Ну и, может быть, устраивает качели.
то отдалится, да, от вас, повернется спиной или там будет говорить вам что-то обидное такое, да, то опять появится, да, вроде бы как и маячит на глазах, да, тенью. Дальше смотрим. Здесь выпадает императрица. Но тут уже смотрите, здесь есть две женщины, как минимум, уже. Они есть, но это могут быть и ваши карты, с одной стороны, да. И императрица может быть и ваша карта. Но здесь есть авторитетная женщина. Вот это вот. И она здесь, вот, с точки зрения Земля имеет связь с этим мужчиной, которая... Вот она связь. Вот она. Связь с этим мужчиной, которая имеет на него влияние. Именно авторитетное. Ну и, соответственно, кто эта женщина? Вы или его мама, или его там любовница или бывшая, она на него серьезно влияет. Каким образом? Скорее всего, вербально, словесно и своим статусом каким-то, да, то есть, но значимость она для него имеет. Может быть, скорее всего, ее слово для него, ну, почти равно закону. Имейте это в виду. Женщина здесь есть, и она достаточно так, она статичная, как бы, может, плохо ходит, да, там, ну неплохо ходит, ну, может быть, да, там, какие-то есть проблемы с передвижением, то есть она много движений делать не будет, ей достаточно сказать, я об этом. А вы это или это кто-то еще, это вы уже смотрите по своей ситуации. Дальше есть шестерка кубков. Смотрите, скорее всего, в этих отношениях имеет влияние на будущее прошлое. То есть прошлое влияет на будущее. То есть причинно-следственные связи здесь четко проявляются. Ну, помимо того, что вы, возможно, тоскуете, скучаете, у вашего партнера могут быть дети, за которыми нужно ухаживать. Мужчина может быть там в состоянии развода или не в состоянии развода. То есть, ну, элементы детского, X-фактор детского происхождения, да, или ребенок как X-фактор, и все, на что должен обращать внимание мужчина из прошлого, здесь имеет серьезное влияние на будущее. Ну, например, пока он там платит алименты, к примеру, да, обеспечивает жену, например. Или у него бывшая есть там любовница, к примеру, да, вот этот элемент есть здесь. Ну и туз мечей здесь еще есть. И туз мечей здесь женская карта. Но вы не все понимаете. Вы не все понимаете. Он не все понимает. Точно так же, как и вы не говорите ему все правды. Всю правду вы ему не говорите. Но и, скорее всего, он всей правды вам не договаривает по этой карте. Но все-таки маска здесь есть. Маска – это правда-неправда, что-то скрытое. Мечи всегда и тузы о понимании. Если здесь какие-то скрытые угрозы в этом раскладе, ну, прямых скрытых угроз нету, но могут быть косвенные скрытые угрозы, да, вот вы как, или вы что-то чувствуете пока, да, только ощущение. Поэтому напрямую вам ничего не угрожает, но такое, знаете, как иногда холодок по коже может проскочить. Да. Хорошо. Ну, вот такая вот ситуация. Я думаю, что если вдруг непонятно, ну, коротко резюме я не буду говорить. Хотя, если коротко, то можно сказать, что
мужчина не приближается, но и не отдаляется, склонен устраивать эмоциональные качели, доводя женщину до состояния, я не знаю теперь, что с ним делать. Женщина здесь вполне готова вкладываться в эти отношения. Но есть еще какая-то женщина, которая имеет авторитетное мнение и влияние на мужчину из прошлого. Может быть, это ее сын, может быть, это и любовник, и муж, и так далее. Есть детский фактор. Если он сын, то, понятно, она его мама. Могут быть дети, и они тут влияют. И вы друг от друга что-то скрываете, и не до конца говорите какую-то свою правду. Окей. Вот почему он в твоей голове сейчас? Видишь, какая карта выпадает? Потому что ты не хочешь терять. Он зацепил в твоей судьбе ситуацию, где ты уже раз потеряла, да? И, как по сути, вот есть такое понимание, как боль потери, да? И вот второй раз, или еще раз, или третий, там, может быть, уже и четвертый, и пятый, да, по-разному есть судьбы у людей, по 10 раз, там, по-разному у всех. Но, условно говоря, почему он у тебя в голове? Потому что ты не хочешь его потерять. Все. И он зацепил в твоей судьбе, по сути, болезненные моменты расставания, потери, ухода, разрыва и так далее. Знаешь, вот эта карта, она сама себе противоречит. Несмотря ни на что, вас связывают сомнения. То есть сомнения, и здесь они сомнения, колебания. И колебания здесь это сомнения, семерка пентаклей. Семерка пентаклей это неуверенность, как бы в себе, или в нем, или в ситуации. Тем не менее, почему бы ни был у тебя в голове этот человек, этот мужчина, сомнения являются той невидимой связью, которая до сих пор объединяет вас. Но и страх потерять – это и есть та невидимая связь, которую мы раскрыли вот здесь. Поэтому, по сути, вас объединяет друг друга страх потерять. Может ли это и быть и его страх потерять тебя? Да, безусловно, это может быть. Окей. Ну вот смотри, то, что я говорил. Чаще всего в тебе чаще всего запускает мысли о нем именно боль, тройка мечей. А, соответственно, раз эти мысли запускаются в тебе, да, боль утраты, боль потери, тройка мечей, семерка, десятка мечей, тройка и десятка, 13. Это потеря, это утрата. И мысли о нем в тебе запускают чаще всего страх потерять и боль утраты. И, возможно, ему это нравится. Ему нравится, что ты, как бы болеешь им. Что ты не сколько даже боишься его потерять, боишься его потерять, да, то есть ты и болеешь им, и боишься его потерять, и это ему нравится. Вот такое вот, немножечко садо, да, немножечко садо. Попахивает таким легким садизмом в отношениях. Вот он реально чувствует к тебе сейчас твой страх и нежелание с ним расставаться. То есть у вас вот эта связь, давай назовем ее энергетическая, ментальная, она на тройке мечей, на десятке мечей, на боли, на страданиях. Боль, страдания, десятка и тройка,
невозможность отпустить и сомнения, да, ушел, не ушел, вернется, не вернется. И вот оно, ушел, не ушел, весы, вернется, не вернется, будет, не будет, любит, не любит. Вот это вот такое вот. Но это очень близко к 12-му аркану, к подвешенному, да. Но это как уже как кармический узел какой-то просматривается здесь в отношениях потихонечку. Поэтому он к тебе не словами, а нутром чувствует твою как будто бы, твое оплакивание его, да, как будто ты его оплакиваешь. Какой интересный сегодня, такой какой-то немножко, да, и колода такая готическая, да, как будто бы разговор о отношениях с разных реальностей, да, какой-то такой. Давай вот просто возьмем и спросим, вот что он думает о тебе, когда остается один. Вот какая мысль к нему возвращается снова и снова. Девятка пентаклей. Он снова и снова убеждается в том, что ты лучшая, что ты роскошная, что ты лучший вариант, что ты подарок судьбы, что ты самое дорогое, что могло бы быть у него. Окей. Ты знаешь, какая правда не произносится вслух? Он сожалеет о том, что не сделал тебе своевременное предложение, и сожалеет о том, что, возможно, он ушел и отдалился. И эта правда для него, она вслух не произносится. Вот просто хочу спросить. Смотри, вот учитывая то, что я здесь чувствую, да. Он скучает по тебе или контролирует дистанцию? Вот что сильнее? Ничто не сильнее. Здесь весы, здесь все равно, по сути, поэтому он и скучает, и он и контролирует дистанцию. И, по сути, как бы нету разницы, и ничто не сильнее, все равно, да, поэтому его дистанция под контролем, но все равно он не прекращает, как говорится, скучать по тебе. Вот, тем не менее, он воспринимает ваши отношения, да, на данный момент не как зависимость, и не как сложность, не как шанс, не как игру, а вот как чувство долга, что ли. Рыцарь Пентаклей – это долг. Но долг не в плане «я у тебя что-то взял», а как служба. Поэтому он воспринимает ваши отношения как то, что он должен делать. Соответственно, если здесь все на весах, то, соответственно, если он что-то делает, тогда и ты должна это делать, да, как-то так. Окей. Но пока что главным блоком для него являются его планы на будущее, его планы на тебя. То есть он не знает, что с тобой делать. И почему? Потому что опять женщина в маске, и здесь есть женщина, поэтому что между вами мешает сближению прямо сейчас? Это его планы на будущее, он не определился, это раз. И женщина, которая находится в маске, или императрица, или женщина, о которой ты не знаешь, или знаешь, но не знаешь ее влияния,
является главным блоком для продолжения ваших отношений в ближайшем будущем. Окей. Давай смотреть тогда, что он, давай так, боится почувствовать рядом с тобой, вот чего он избегает внутри себя. Но он боится почувствовать рядом с собой, с тобой, рядом с собой, да, боль. Не хочет он ее, он боится этой боли. Он боится и не хочет расставания, изгнания, если ты его оттолкнешь, и несостоятельности, собственной материальной несостоятельности. Даже часы, да. Да, точно. Давай прямо спросим, напрямую, есть ли у него вот другая женщина или параллельная линия общения, да? Вот если да, какая роль у этой женщины в его планах? Там, знаете, 13-й аркан. 13-й аркан – это страсть. Да, есть какая-то пассия. Именно вот я вот называю ее пассия, да, вот пристрастие какое-то, да. Passion, да. Да, есть пристрастие. Какая роль? Она его, это роковая женщина. То есть роковая женщина, которая страсть как влияет на этого человека, какая роль в его планах. Именно как страсть, как объект страсти. Вот и все. Или пристрастие. Вот так вот. 13-й аркан – это часто страсть, и это Скорпион. И такое оно, знаете, как скрытый такой аспект. Немножко с дьявольцой. Почему? Потому что соседний дом, через дом уже дьявол. Сперва идет ангел, потом дьявол. Окей. Хорошо. Вот так и хочется спросить, он честен с тобой, да, потому что вот доверия-то нет, мы уже много наложили карт, увидели, да, информации, от которой можно отталкиваться дальше. Вот он честен с тобой, или он говорит одно, а думает другое? Вот это хочу спросить. Давай так скажем. Он честен с тобой ровно настолько, чтобы сохранить или поддержать эту связь. То есть он честен с тобой настолько, насколько он чувствует, что дальше ты просто разорвешь с ним общение. Соответственно, у него все под контролем. Мы же помним эту карту. Окей. Тогда давай спросим его честный ответ самому себе. Вот чего он на самом деле хочет от тебя? Вот так спросим. Знаешь, у меня такое ощущение, что он прямо хочет тебя оживить, это раз. И он хочет, чтобы ему рядом с тобой было в кайф. То есть он от тебя хочет такого, чтобы удовлетворяло его эго. Соответственно, от тебя он хочет, чтобы ты его зону комфорта не нарушала. 9 кубков. Но по сути, очень двойственный расклад. Тут весы, да, с одной стороны, с другой, оно вроде бы как все равно, а вроде как и не все равно получается. И если вот спросить его, чего ты действительно от нее хочешь, он бы так сказал: я бы хотел, чтобы она не лезла
в мои границы по девятке кубков. Потому что по девятке кубков у нас всегда кайф от своих границ. Это всегда. Это мужской кайф от мужских границ. То есть где-то вы заходите на его территорию. А где? Это уже отдельный разговор, да, как говорится. Вот давай спросим его планы на ближайшее время, да, какие действия он обдумывает, над какими действиями он сейчас подраскинул мозгами, да. Смотри, во-первых, он хочет, балансировать, продолжать балансировать и вашим, и нашим, то есть он не хочет выходить из этих отношений. Но, с другой стороны, он думает, как ему защитить свои интересы, отстоять свои интересы. И чтобы это как минимум не так сильно затронуло его зону комфорта. То есть он думает о том, как ему сделать наивыгоднее и как, чтобы он от этого меньше всего пострадал. В твою сторону он внезапно может решиться на какой-то отчаянный шаг и на какой-то отчаянный поступок. Но он может потребовать от тебя то же самое. Например, давай сбежим вдвоем, куда глаза глядят. Колесница, башня. То есть, если вот посмотреть туз жезлов, да, и башню, сразу вопрос. Что он может внезапно вместе с тобой, внезапно пойти на какой-то отчаянный поступок? Если взять, например, что он собирается, например, сделать по отношению к тебе в первую очередь, проявить внимание или исчезнуть? Он может сделать то, что может причинить тебе болезненные ощущения. Башня – это болезненные ощущения. Но тут уже большой вопрос. Может быть для тебя болезненное ощущение его появления, а может быть исчезновение. Тут уже смотри по своей ситуации. Что для тебя более болезненное ощущение? Если вас представить парой вместе, то его сценарий, когда вы вместе, это сила, аркан сила. Аркан силы – это страсть, это интим во всех его самых страстных проявлениях. Поэтому, скажу так, если представить вас парой, то самый первый сценарий у него сексуальная близость. Пока что так. По-другому я аркан сила не могу интерпретировать, как о паре. Да, можно сказать о какой-то страстной любви, но здесь любовных карт вокруг нету. Здесь вся база пока что заложена, да, вот фундамент этих отношений, он заложен на каком-то болезненном опыте. То есть фундамент сам по себе болезненный, да, вот так вот можно сказать. Поэтому, если представить вас парой, то самое первое – это интим. Насколько серьезно он допускает вашу пару? Или насколько он серьезно думает? Он думает серьезно об этом вопросе. Но как о паре без интима, он все тщательно взвешивает. Здесь Водолей. И насколько серьезно он допускает это? Он это серьезно допускает, но интим он ставит на первое место, а саму пару он тщательно продумывает и взвешивает. И учитывая то, что он тут пытается отстоять свою зону комфорта, здесь он пойдет на все, чтобы его не беспокоили. То, что я говорил, да? Хорошо. Давай спросим более конкретно. Вот, что он хочет получить от тебя
чувства, поддержку. Может быть, это страсть, выгода, ощущение власти. Может, все сразу, да, король. Но я тебе так скажу, скорее всего, он хотел бы получить от тебя поддержку, поддержку по судьбе. Пока поддержку. Все-таки десятка жезлов – это поддержка, и это прохождение еще где-то кармического испытания, да. Это его выдержка, но он бы хотел получить от тебя поддержку в свою сторону. Какую бы он позицию по отношению к тебе не занимал, да, и тебе может казаться эта позиция агрессивная, а ему так казаться не будет по королю мечей. Ну, вот такой вот пока что идет, расклад, да, давайте так скажем. Давай просто тогда спросим, манипулирует ли он тобой? И если да, то через что? Ревность, паузы, обещания, жалость, молчание. Манипулирует ли он тобой? Но смотри, здесь влюбленные, и здесь вампир, да, кусает за шейку. Ни да, ни нет. Близнецы. Ни да, ни нет. И да, и нет. Ну, то есть можем сказать да, а потом сказать ой, нет. Или нет, ой, да. Вот так. Давай так. Манипулирует ли он тобой? Да. Через что? Через ревность? Да. Но не только. Через паузы? Да, но не только. Через обещания? Да, но не только. Через жалость? Да, но не только. Через молчание? Да. По сути, он манипулирует твоей любовью, твоим выбором. По сути, влюбленный – это же всегда выбор, карта выбора. И это зависимость, потому что его укус, да, делает тебя, его укус вампира, да, готическая колода, повторяюсь, делает тебя как бы зависимой от него. Ну, по сути тогда. Чем он манипулирует? Всем, что идет от него. Вот, как говорится, он меня укусил и заразил, да, и вот чем он меня заразил, тем он теперь и манипулирует. Ну, вот так вот интересно получается. Ну, давай посмотрим. Вот вроде бы и тянет его к тебе, да, по вот этой карте. А что ж отталкивает? То есть, как будто бы посмотрим его внутренний конфликт. Его тянет твоя красота, внешность, а отталкивает, возможно, твой ум. Потому что если ты умная и красивая, то так и пиши в комментариях. А если чего-то тебе не хватает по этой карте, то тогда не пиши комментарий. А если ты умная и красивая, становись спонсором канала. Окей. Вот что он решает прямо сейчас? Уйти, да, отдалиться. Или вернуться, держать паузу, или рискнуть. Давай спросим. Прямо сейчас он кидает монетку и каким-то хитрым способом решает, как тебе предложить еще один шанс. Ничего, так нормуль. То есть он решается сблизиться. Скрытно. И ты об этом пока не подозреваешь. Он планирует ослабить влияние женщины, которая влияет на него. И это влияние женщины на него может быть энергетического и магического характера. То есть он пытается сейчас уйти из-под чар какой-то женщины, но ты об этом не знаешь. Скорее всего, та женщина, которая имеет на него влияние не только вербальное,
она имеет на него влияние еще и суть энергетическая королева жезлов. Вот так вот. Его реакция на то, если вдруг ты хлопнешь дверью, встанешь и уйдешь, ну, развернешься и уйдешь, или попытаешься его бросить, будет рычание и будет агрессия. Король мечей и король жезлов, он взорвется как вулкан, как Везувий, не, как Кракатау взорвется. О. Ну или, если не как Кракатау, но то как 300 тонн тротила, да, как-то так. Окей. Тогда что он будет делать, если почувствует, что теряет тебя? Он прибегнет к услугам дьявола, ну, может быть, дьяволицы, поэтому этот человек достаточно рискованный, отчаянный, манипулятивный, ревнивый и склонный к тому, чтобы прибегать к каким-то энергетическим влияниям и, возможно, сам находится под каким-то еще и влиянием, в том числе, возможно, энергетическим. Ну, вот так. А давай просто спросим, какая правда о нем откроется тебе в ближайшее время? Ну, я так скажу, то ли он грустит и тоскует по прошлому и не может отпустить, то ли есть женщина, которая из прошлого его не отпускает. Может ли это быть влияние на него энергетическое? Ну да, кубки. Кубки – это обычно о приворотах, да, вот это может быть. Знаешь, его энергия очень ярко откроется тогда, когда он захочет кого-то освободить. Может быть, себя, ну, например, от влияния этого человека, а может быть, тебя вместе с собой. То есть, по сути, то, что я говорил, вы, может быть, и вдвоем решитесь на какой-то поступок, да, побег куда-то, да, ну, а может быть, просто он решит себя освобождать от преследования прошлого. Поэтому 8 мечей здесь выпадает не просто так. И он проявится наиболее ярко в моменте, когда ему нужно будет идти на рискованный поступок и освобождать либо себя, либо тебя, либо двоих, вас обоих, от чего-то, что держит вас в страхе, в скованном состоянии и, ну, в состоянии повышенного напряжения, вот так, или в состоянии ограниченных возможностей. То есть он попытается расширить спектр ваших возможностей, ну и в этом моменте он покажет, насколько он может быть ярок, да, как-то так. Вот смотри, что он ждет от тебя тайно, какой ему сигнал нужен, да. 5 жезлов. Ему нужна какая-то игра, какой-то такой движ, да, какой-то азарт. То есть, может быть, где-то ему нужен тайный сигнал, что ты готова к действию какому-то, да, что ты можешь подыграть, что ты можешь поддержать, а ему же как раз поддержка и нужна, помнишь. То есть, вот такое идет. Давай спросим тогда, учитывая то, что им стоит ли проявляться первой, да, вот учитывая то, что ему нужно какое-то подыгрывание, да, с твоей стороны, стоит ли проявляться первой, и вот какой будет результат, если ты сделаешь шаг? Ну, давай так. Это будет твой вклад, и стоит ли? Да. Особенно если есть треугольники, особенно если у тебя есть силы, возможности, ресурсы, ну и это тебе не повредит. 3 пентаклей.
Можешь посмотреть академическое толкование этой карты. Но это вклад в будущее, вклад в себя, вклад в коллектив, ну, вклад в успех. Поэтому я бы сказал, что лучше это сделать, чем не сделать. Давай так, а вот если ты вообще не проявишься, как он поведет себя тогда? Проверяем этих королей. Повешенный, но он от тебя просто так не отстанет. То, что я говорил, помнишь, висящий здесь есть, вот он выпал. Поэтому, но он просто так от тебя не отцепится. Тут и дьявол, и висящий, и король жезлов, и король мечей, и 13-й, по-моему, аркан здесь есть. Поэтому, ну давай так скажем, если ты не проявишься вообще, он тебя найдет, да, как в анекдоте, и не пройдет и 3 дней, как они нас найдут, да. Его действия в течение недели 2. 1 неделя, 2 недели. Что будет делать? Он появится у тебя на пороге с предложением. Интересно. Хорошо, тогда его действия в течение 30 дней. Он открывает перед тобой какие-то перспективы. Офигеть. Вот это поворот в конце, да. Тут начиналось все так больно, да. А кто досмотрел до конца, тут триллер целый, да. Ну, как-то так. Хорошо, а если все оставить так, как есть, вот что будет с вашей связью? Он будет продолжать манипулировать, продолжать показывать свое шоу. Если все оставить так, как есть, его магия, его сила, его авторитет, его влияние будут только расти. И ты будешь, твое внимание, точнее, будет все сильнее, сильнее, сильнее поглощаться его мастерством. То есть ты будешь терять себя, а он будет обретать свою магическую силу. Ну, вот так здесь. Ну, свою энергию, да, мужскую энергию. А где здесь в этих отношениях судьбоносная точка? Вот какой момент решит все? Судьбоносной точкой в этих отношениях есть треугольник, 3 кубков. Я скажу так. Все решит момент с решением треугольника. Когда решится треугольник, тогда все решится. Здесь он есть, и неважно, это кто этот 3-й человек, но он тут есть. Тут даже может быть, условно говоря, не обязательно женщина, а кто угодно 3-й. Больше здесь, конечно, женского мотива. Не мотива, а женской линии, но тем не менее. Вот давай совет Таро. Как тебя с ним вести, чтобы не терять себя и не разрушить свою силу, да, вот учитывая то, что его сила растет, треугольник, как бы, чтобы себя не потерять, да. Туз кубков. Ну, во-первых, нужно определиться, ты любишь этого человека или нет. Если ты его любишь, то нужно тогда понять, что ты готова для любви или ради любви, на что ты готова. Ну и не забывать говорить ему о своих чувствах к нему. Все. Пока что, по тузу кубков я ничего не скажу. И смотри, здесь все тузы выпали. И туз жезлов, и туз мечей, и туз монет, и туз кубков. И, соответственно, маг. Ну и, соответственно, если даже он маг, да, или вдруг на нем есть магия, то ты тоже, условно говоря, маг или ведьма, да, ну и прислушайся к магии в себе или магии на себе, да, прислушайся, это просто как совет карт идет. Давай предостережение от Таро, вот чего тебе нельзя игнорировать, например, в его поведении или вообще. Не игнорируй любви, то, что я уже говорил, туз кубков, и эти отношения очень похожи на любовь. Очень похожи на любовь. А похожи ли они, эти отношения, на любовь, напиши в комментарии. Поэтому не игнорируй, если у него есть чувства, но и не игнорируй, если этих чувств нет. Чем завершится эта история и что будет самым важным уроком для тебя? Колесо фортуны. Тут должно все закончиться хэппи-эндом. Но
Если у вас сейчас все очень плохо, то может резко стать все очень хорошо. А если очень хорошо, то может быть очень серьезное испытание. Финальное послание судьбы для тебя в этом раскладе. Король Пентаклей. Учитывая то, что какие карты здесь уже выпадали, по сути выпали все короли, кроме одного, да, короля кубков, но здесь выпал маг, и короля кубков здесь нет, но он не выпадал, соответственно, либо у него к тебе нет чувств, либо тебе просто осталось найти в этом мужчине его внутреннего короля кубков. В чем я, конечно же, не сомневаюсь, а вот сомневаєшся ли в этом ти, напиши в коментарі. Світла вам та вашому всесвітові. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.